Привет, друзья! Привет. Привет. Сегодня мы приехали в маленький городок Ворон, который находится недалеко от Гренобля. И хотим вам показать много интересных вещей. Например, ликероводочный завод, где изготавливается знаменитый ликер Шартроз. Рынки Вуарона, исторический центр Вуарона. Церковь красивую покажем вам. В неоготическом стиле, а также ликерочный завод. Ликероводочный. Водочной водки здесь нет. Тогда ликерный. Ликер. А я сказала ликероводочный. Там изготавливается ликер, который никто не знает секрет. Но может нам удастся сегодня узнать. Будьте с нами, не переключайтесь, будет интересно. С вами канал «Франция в кармане». Вот информация для визитеров. Значит, открыто каждый день с 10 до 18:30. Сам тур будет час 20. Количество мест ограничено и рекомендована предварительная резервация. Вот. Классический тур, значит, стоит 12 евро. Групповой по резервации, а тариф редюит Со скидкой. 9 евро. Сейчас мы зашли в туалет на ликерной фабрике. И смотрите, какая здесь есть интересная машинка. Она не выдаст вам полотенце для рук, пока вы не подставите руки. Это что же? Автоматизированно. Это на выходе из туалета. Сам ликер. Кстати, я слышала, что этот ликер часто французы употребляют как листогонное средство. Да, я знаю, что детям его дают. Для чего? Это когда они простужены, поднимает иммунитет. Это от простуды. Не баловались. И заснули тут же. Вот это магазин там находится, интересный вот. Такой витражи, видите, такой как кафешка. И тут мы нашли машинку, которой можно бесплатно сфоткаться, и нам выдастся фотография. Сейчас мы попробуем это сделать и покажем результат потом. Вот так вот тут, видите, нужно вот подойти. Вот тут вот камера. А потом нажать старт. Оно нас снимет, и оттуда выйдет фотография. По результату получился. Вот так. Ликерный завод «Шартроз» основан в 1860 году монахами ордена картезианцев и перенесли производство ликера из монастыря Гран-Шартроз сюда, в Ворон. Интересный факт. Сам рецепт «Шартроз» был подарен монахам в 1605 году маршалом Франсуа Анибаль d'Estrées. С тех пор его держат в строжайшей тайне, и лишь 2 монаха знают рецепт в любой момент времени. Он 55 и Сколько оно сделано? По-моему, 130 трав, да? Да, и травы эти собирают только на альпийских лугах. Специально обученные люди. По-моему, здесь 2 вида, да, Даша? Зелененькие. Да, именно основное, да, основные, но есть еще разные, из орехов есть. А вот смотрите, книжка есть про это, да, там 40 евро. Вот как это было основано. Красивая книга, качество очень хорошая книга, я должна заметить. И вот даже написано, что это как эликсир травяной. Вот. Да, Как он, смотрите, как делается дистилляция ликера. Это, значит, 100 мл и 69 градусов. Этот эликсир был создан в 1764 году из 130 трав, цветов, корней и всяких специй. Для желудочно-кишечного тракта добавляется в чай с медом или с лимоном, потом кофейную ложечку или несколько капелек на сахар и рассасывать. Угу. и для Чашечку иммунитета мы слышали, что Да, дают детям для поднятия иммунитета. чашечку с водой в случае усталости. Сколько стоит? 13,30, 69 градусов. Это что, джинепи? И традиционный тоже ликер, тоже из трав, собранных в Альпах. 28,30. Перевернула обратно. А это что за бутылочка? Тоже Тоже джинепи. женепи ликер. А чем отличается? И там 40 градусов, и тут. Это надо почитать сзади на бутылке. А написано это GNP Intense, то есть интенсивный и более сухой, чем GNP традиционный.
более написано насыщенный запах, насыщенный вкус. Вот маленькие бутылочки стоят 15,60. А вот ликер ореховый. Аперитив. Да, из орехов грецких. 16,70 стоит. 23 грамма. Да, 23 грамма. Вот GNP Абрюкт. Жентян. Жентян. Это какие-то коренья, да? Это из коренья. Из корешков. И тоже аперитив. Наверное, для поднятия аппетита. Уф, огромная спиртона. 3 литра. 178. Это комиксы. Кстати, мы ездили год назад примерно в монастырь Шартрёз, и монахи выглядят именно так, как нарисовано на картинке в белых одеждах. Вот такие маленькие стоят 13, 30, побольше 23, 20. Ага. Зеленый, желтый. Здесь есть объявление, что монахи Шартрёзского монастыря отказались делать много ликера теперь. Его делать в достаточно ограниченном количестве, и только его можно будет достать только во Франции. Вот, потому что они хотят уделять больше внимания молитве, а не изготовлению ликеров. Смотрите, гомеопатия, это масло разное. Здесь есть чай, да, желудка. Который состоит верлена, мята, ромашка, Дикое яблоко. розмарин, да. Репаратрис апре эфор. Ну, восстановительный. Да, Восстановительный. после нагрузок, да, наверное. Мгм. Пахнут ароматы такие травок. Вот можно даже здесь открыть баночку и понюхать каждый чай, как он пахнет. Мы покажем поближе. Ай, яблоко. Смотрите, здесь конфеты с ликером внутри за 8,90. Ешь такую конфетку, аж дыхание перехватит. Да. И постирать будет хорошо потом. на целый день, хорошее настроение. Рядом находится зеленая полянка такая, да, как мини такой лесок. Да, вот смотри, написано GNP Артемизия. Тоже А вот это, выращивают мне что-то. кажется, розмарин. Смотри, кустики Да, розмарина. да. Они, наверное, кое-какие травки здесь высадили, как бы тоже, Да. чтобы соответствовало, да, что это входит в состав Папоротник. ликера. А вот смотрите, девочки, флаги даже наверху. Смотрите, зеленые флаги Шартреза. What would we do with a drunken sailor? What would we do with a drunken sailor? What would we do with a drunken sailor early in the morning? Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. Смотри, там написано 1884. И так интересно сохранили арку, да, все такое уже тут современное Ага. почти. Да. И одна арка возвышается. Вон какая-то культура находится вдалеке, но очень непонятная она. Похожа, как согнувшийся человек какой-то. Но, конечно, когда ближе подходишь, уже понимаешь, что это совсем не человек, а что-то непонятное. Что оно означает, тоже непонятно. Даш, посмотри, какой-то памятник странный. Как вы думаете, что он обозначает? Вот я-то тоже пыталась понять, но так и не догадалась. Такой авангардный. Похоже на человека, да? Мне кажется, на кость какую-то. А мне Да, и человек. мне кость человеческую. А мне просто Сперва человек издалека мне согнутый. показалось, что согнутый человек, Да, согнутый а потом человек. кость. Вот это, наверное, имеется в виду, что сперва мы согнутые ходим, А потом разок. кости уже А потом согнутые. спина, сгибаемся, опять разгибаемся. Наверное, может, сгибаемся, типа, знаешь, что сперва молодой, типа, туда-сюда, Да. потом ты уже как старичок согнутый, а потом просто уже все, одни кости. Очень оптимистично звучит. Вокзал. Почему голова лошади? Ты хоть скажи, что это гравюра головы лошади, а не голова лошади. Это оставлять, кто приехал на велике, а потом пересаживается на поезд. Странный рынок, мясной отдел. Ну, такая что за такое? Кстати, тоже старинное здание, да, в Хафере? Да, Странный тоже рынок, у нас мясной отдел. осталось. И красивое такое все. Есть какой-то ресторанчик, смотрите, петух нарисован, скорее всего, там куриные блюда какие-то. Так и написано chicken dinner. Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his... Вот посмотрите, цветы на всех балконах.
Это, наверное, отель. Раз балконные цветы одинаковые. Ну да. Они живые или А вот мне тоже кажется, что же искусственные. И, наверное, искусственные, да. Очень они одинаково выглядят. все. Да, и слишком они ярко-зеленые. Да. Ни одного цветочка не желтого. А тем более, учитывая, что холод, они уже должны были пожухнуть. Да. Зато все узнают, что мы харьковские. Да, тымпель, комнатный, тюля, стекляшка. Посмотрите, как шабашка. красиво в огромных вазонах высажены растения. Очень похоже на дерево, но Ну надо потрогать. нет, это все-таки каменное. Ну, похоже на дерево, как бы издалека. Но это фонтан самый Здесь настоящий. металлическая Не фонтан, а труба и камень это. Я даже не знаю, это не фонтан, ну не знаю, похоже на как, ну, Да, я думаю, что это фонтан. вот отсюда точно должна литься вода. Сейчас мы попробуем еще найти эту церковь. В Сан-Брюно мне рассказывали, что это вообще первый монах в монастыре Шартрёз. Но я не уверена. Много, да, вот названий, да, Сан-Бруно? Да. По крайней мере, вот в Гренобле, да, есть Да. рынок Сан-Бруно, улица Сан-Бруно. Но мне это Паскаль рассказывал, что Сан-Брюно это имя первого монаха в Шартрёзе. Ну, Сант это ж святой получается, то есть его звали этот отец Брюно, наверное, да, как-то. Ой, какая красота сразу. Да, открывается перед нами старый город. Посмотрите, вот магазинчики с чаем. Сразу чаем почему-то запахло. Посмотрите, как называется магазин. Сокровища земли. А что там за сокровища? Бижутерия, минералогия. А вот название магазина «Ритм хлеба». И черепаха И нарисована. черепаха нарисована. С хлебом. Видимо, с вместо ритмом у панциря. них не сложилось. Маленький магазинчик, где можно купить продукты. Булочная с пироженками. Посмотрите, мы вышли к неоготической церкви под названием Сан-Бруно, и сейчас мы попробуем зайти туда. Я читала, что эта церковь, в отличие от всех других во Франции, открыта постоянно. Сейчас мы это проверим. А заодно попытаемся немножко вам рассказать вкратце, что в этой церкви, как она образовалась. Церковь Святого Брюно находится в центре города, на одноименной площади. Сооружение относится к XIX веку и построено на сбережение монастыря Большой Шартрёз. Церковь выдержана в неоготическом стиле с красивыми витражами и потолочными росписями. Замечательно, что собор открыт всегда, что очень необычно для Франции. Днем в любое время можно зайти, помолиться, побыть наедине с Богом. Большим плюсом является наличие молитвословов около мест для преподавания. И наряду со старинными зданиями современные магазины. Мы можем потом зайти попить чай, да? Да, и расскажем вам интересные истории, как нас чуть не обокрали. Кого чуть не обокрали, а кого обокрали. Посмотрите, да, какая сделана Вымощенная дорожка, дорожка, вообще да, такая интересно. Старинный фонарь. В виде клумбы, да? Да. Посмотрите, старинный французский дворик. Ходим в арку, а тут совсем другая улица. Горшок размером с Карину. Вот тут вот пожухли, значит, что были все-таки не настоящие. Смотрите, за 30 евро обувь вся. Это обувь из натуральной кожи. Сразу видно, что это натуральная Мгм. кожа. Вот смотри, какие прикольные, тепленькие. А вот за 70 евро кожи надо. О, сапоги классные. Ну да. Мне эти нравятся. Это твой стиль, Даша? Ну, мне нравится А мне такой, вот эти иногда что такого нравятся. типа именно, знаешь, такой. Глянь, какие, да? Да. Остряки симпатичные. Только в них тяжело будет ходить. Отвыкла я уже ходить по Франции. Смотрите, церковь Святого Бруна. И открыта всегда, смотрите, с 9 до 5. Здорово. Сейчас мы зайдем и покажем, если тут можно снимать. Посмотрите, лепестки и цветы. И даже как виноград. Куда? Сюда. Замуровали. Витражи какие, да? На окнах. Старинные люстры. Мгм. Зеркало. Никого тишина. Но здесь все очень умно, конечно. Да. Не знаю, чего здесь нет отопления.
Я думаю, что это дорого отапливать такую большую церковь, и, может быть, они немножко ее отапливать начинают перед самой службой. А что это такое? Я думаю, это чтец тут читает. А может быть, А вот какая-то здесь может может быть. Вот исповедание. И все здесь анонимно, да? Угу. 4 эти исповедали на одну церковь. Вот можно свечечку поставить в 1 евро. Смотрите, здесь есть надпись интересная, что возможно, что зайдя в эту церковь, вы услышали голос Бога. Но Маловероятно. маловероятно, да, что он с вами связался по телефону, поэтому выключите свои телефоны. Это святая Тереза. Я так понимаю, сюда можно писать какие-то просьбы, наверное, да, или чтобы помолились. Это люди от записочки, да, ставили? Да, кто-то написал, здесь, например, что ты ушла год назад, ты мне очень сильно тебя не хватает. Твоя внучка тебя очень любит. Это девочка, наверное, бабушке писала. Наверное. А вот смотрите, здесь есть ясли. Давайте покажем, это интересно. Хоть и Рождество уже закончилось, да? Но ясли остались. Красиво, да? Здорово. Что можно, они, видишь, огородили, куда нельзя заходить. Красиво, да. Вот волхвы, да, которые принесли дары. Пастухи. И звезда. Ждать везде. Мгм. Звезда наверху. Младенец Иисус лежит с Иосифом, Девой Марии. Мы сейчас вышли из церкви. Тут какой-то фонтан есть. Сейчас подойдем, посмотрим. Он сейчас не работает. Воды нет. Понятно, сейчас все выключили фонтаны, да. Засуха. А без воды прикольно, да? Вот это вот как... Мгм. Сейчас мы зашли в магазинчик Carrefour. И вот хотим вам показать приблизительные цены на вина. 22 года 10,60, Божоле 23 какой-то, года 8,50. Массон. Да, вот, например, 21 Бордо. года 6,65 стоит. Каберне, смотри, 7,33. Это были красные вина, вот белые вина, 7 евро. Ну, такая средняя ценовая категория, да, 10 евро, Да, 5 вот, евро. вот 5 евро. Вот шампанское, смотри, 6,85. Это именно шампанское или просто игристое Ну, я вино? просто думаю, нет, я думаю, это игристое вино просто. А как называется? Самюр, шампинь. Вот До каберне. 8 евро каберне. Вот за 26, смотри, есть какой-то. Вот вино. даже, да. За 26. Шатонёв дю Пап. 26, а рядом за 3,23 каберне. А вот пиво. Пиво вот. 4 евро 6 Немецкое, бутылочек. да, получается тут пиво? По вот это? 25, да, 250 миллилитров. А вот бочонков, смотри, за 30 евро. А, Ну, это для прикольно. специальной машины, наверное, А вот на которую пиво Украине разливает. есть такие напитки Сомерсби. Это типа сидра яблочного. Похоже на шампанское. Вот это я Кстати, девочки, это очень вкусно. У нас в Харькове тоже такое, что ли? Да, Вообще не видела в Сомерсби Харькове. Да, где ты яблочный. брала? В Ашане? Где? Вот возле меня магазин. АТБ? Нет. Короче, оно везде. А вот смотрите, еще есть какие-то. Это белое пиво. Ну тут, похоже, все немецкое. Тройное. Франция как-то не сильно по пиву, Хейнекен. да? Ну, это Ну, Голландия и да. Германия, Вина. наверное. Бельгия. Франция, да, Франция. больше по винам. Может, есть какие-то, вот смотри, амбре и фишер. Ну, мне кажется, да, это все. А вот сидр, смотрите, за 2,50. А вот Деспирадос очень вкусненький. Угу. Детское шампанское за 3,60. Для детей хорошо. Ну, какие здесь цены? Вот соки, евро 80, 2,14. Это потому что маленький карп. Да, Да, напитки. это Карфур типа экспресса. Ага. Вот, что еще здесь Вот есть? абрикосовый сок, например, 2,74. Сок из манго. Только Вырезан. единственное, что Почему? здесь очень Красный мало томатного сока. Да, я его, кстати, тоже очень люблю. Не знаю, я тут часто увижу в Карфуре томат. Посмотрите. видишь часто? Да, да. Консервы рыбные. 2,80. Тунец. Здесь все есть макрель. Консервация. Разная. Вот для продукты для животных 9,90, 9,65. Вот марки Carrefour Salmon.
продукты за евро, за 7 евро целый пакетон. Вот есть консервы. Для такие. собачек, да. Вот такая огромная. Посмотрите, За 2,65. Да, килограмм. Здесь кило 200. Мгм. Шампуньки всякие, зубные пасты, вот цены, сигнал. Ну, есть Карфур Краска. побольше. Я думаю, мы найдем время поснимать и там, да? Да, вот цены, например, на овощи и фрукты. Вот евро 69 огурец и 4,79 помидоры. Ну, 4,99. например, в большом Карфуре, перебью Дашу, помидоры за евро 79 килограмм. Да, потому что это Маленькие. маленькие, и здесь накручивают цены. Площадь Жозефа Рея. Посмотрите, каждое здание раскрашено в разный цвет. И ставни разные. Первый раз вижу, чтобы кто-то сушил простынь на балконе, если честно. Не, я часто видела. Я тоже часто Испортили видела. А вот вид. потому и не большой, да. разрешают именно сушить на балконах. Ничего, ну люди сушат. Может, Именно это, для этого, да, чтобы это, не портить вид. Вот такой вот скверик. может, это зелёный. лимонное дерево, как ты думаешь, нет? Не-не-не, там листья другие. Даша у нас разбирается в растениях. Ну, немножко. А посмотрите, вот обычные старинные французские дворы. Закоулочки, переулочки. И обычные А здесь мусорки. мусорки прикреплены прям. Они туда прям встроены. Да, внутрь. встроены прям, чтобы не оторвали, не ободрали, ничего не сделали. Для бутылок мусорка зеленая. А если забивать эту мусорку не пойми чем заставлять, то штраф 1500 евро. Здесь еще есть в Воороне много магазинов торговых. Красивый издалека вид. Вот аптека. На витрине реклама пробиотиков. Орпи. О, давайте посмотрим, сколько же стоит квартира здесь приблизительно. 115 квадратных метров. Ну, 200 тысяч. 77 тысяч 41 и 2 квадратных метра. Это квартира с одной комнатой. да, И смотри, получается? находится в старом доме. В старом доме. Вот дом неплохой, да? 100 метров. 375 тысяч, пожалуйста. Да, а вот апартаменты с 3 комнатами 89 тысяч. А вот самые дешевые 69 тысяч, 27 метров квадратных. Студия, да? Ну это да, студия. Это знаешь, где в центре Муарана? Городок Муаран. Ага. Ну, вот такие цены приблизительно в Вороне и в окрестностях. Да, вот дом 530 тысяч. Тоже в Муаране, да? Покупаем? Покупаем. Недорого, покупаем. Вот заработаем на блогерстве. И купим дом. И будем приглашать наших подписчиков в гости на чай. Да. Приходите, подписчики, подписывайтесь к нам на наш канал. Да, завтра. Бай. Посмотрите, какие две собачки смешные. Сидят и радуются жизни. Ну, я вообще, когда хожу по вот старинным таким центральным улицам, всегда хочется взять веер, одеть шляпку, длинное старинное платье и прокатиться на карете. Потому что именно ощущается вот дух эпохи времени, да, Даш? Да, Да вот нет карета уже. Модернизированная. Конфетный магазинчик. Какой красивый. Медальки, которые в детстве были, похожие. Ворон шартрёз, например, шоколад. Вот на палочке шоколадные конфеты. Издание такое, да, тоже. Да, такой старинно, Старинный. похоже на наш Может, этот зайдём ведмедик. туда, глянем? Посмотрите, какие пирожные. Шартрёз торт. О, Мышка, пирожная мышка. вот это интересно, да? Такое нам не встречалось. Интересно, а здесь есть пирожные со вкусом ликера шартрон? Да, я думаю, вот это топ, наверное. А это не с золотом наверху здесь? Нет, это специальная Пироженки. присыпка, которая как есть под серебро и под золото. Вот же ж площадь, где находится базар. Маша, что там немножко не можешь нам немножко рассказать? Да могу. Традиция проведения рынка в Вороне существует с 18 века.
Ну, что попробовать там? Помимо традиционного сыра Сан-Марселан, обратите внимание на колбасы с добавлением шартрюз и шоколадные изделия местных кондитеров. Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. Решили перекусить. Рядом с нами сидела группа подростков странного вида, и нас вспомнились наши ситуации, когда нас пытались неоднократно обворовать во Франции. Например, с чем столкнулась я? Я забывала на остановке зонтик, пакет с булочками, кофту и возвращалась буквально через 2-3 минуты. Этого уже не было. Также, например, из недавних краж я в магазине Lidl оставила куртку, что-то там переводила на товаре. Зашла за другой ряд, и куртки уже не было. Я побежала и к охраннику, и к продавцам в торговом зале. Никто мне ничем не смог помочь. Также я побежала к кассам посмотреть, может, эта куртка у кого-то в руках, у людей. Ну, нет. Вот. Также у моего сына 2 раза пытались вырвать телефон из рук в трамвае. Сейчас я расскажу, как действует примерно эта схема. 2 человека работают, когда люди сидят расслабленные в трамвае недалеко от двери, все, естественно, пялятся в телефоны. Один вырывает из рук телефон и убегает, а второй его страхует. Первый раз мой сын не удержал телефон, но успел его вырвать обратно. Телефон разбился. Он был очень злой и сказал, второй раз такое с ним не прокатит. И когда была вторая ситуация, точно такая же, он ехал с девочкой. Он не выпустил из рук телефон, он погнался за этим вором. Один бежал сразу, другого они догнали и отлупили. Мой сын занимался единоборствами, и ему это пригодилось. Я, как мама, всегда была за дипломатическое решение проблем, но тут я полностью согласна. Вот. Также недавно возле Карфура у девочки, знакомой из машины, просто вытащили сумку со всеми документами. Я призываю быть очень внимательными. Что такое? Диктор! Диктор новостей! Это мое. Президент! Президент Карина! Также у знакомой девочки 18 лет. Таким же образом забрали iPhone. Она растерялась и, естественно, она не побежала за ворами, но очень расстроилась. В полицию они обратились. Завели какое-то дело, но ничем не могли помочь. И этот телефон, первое включение было уже в Румынии. Вот. И ей в полиции сказали, будьте внимательны, следите за своими вещами. Ну, мы ничем вам помочь не можем. Не могли помочь ни когда он был на территории Франции, ни когда уже покинул территорию Франции. Так что вот это мои истории такие. А еще вот был небольшой момент, я оставила куртку в заборе, в частном секторе на тихой улице, где мы жили, и отошла буквально на 10 минут. Эта улица непроходная, я практически за 7 месяцев проживания там не видела своих соседей, но через 10 минут я вернулась, и этой кофты нет. Вот кому она была нужна, скажите туда, если кто-то заметил, не поленился подойти, забрать. Будьте внимательны со своими вещами, никогда не расслабляйтесь. Сейчас я вам расскажу историю, как со мной произошло. Значит, приехала как-то родственникам сюда, наверное, лет 6 назад, 7. Летом у них отдыхала. Они жили в доме 6-этажном или 7-этажном, я уже не помню. Было очень жарко. Летом здесь невероятно жарко, очень высокая влажность. И я, как бы всегда, открывала балкон. Я приехала со своими друзьями с парой. Очень жарко. Я открываю балкон на ночь. Я спала со своей подругой на диване, а ее муж спал на матрасе на кухне. Значит, у меня очень сильно болела голова. Я не могла заснуть долго. Потом, значит, лежу я где-то часа в 4 вечера. А чтобы вы понимали, значит, мы жили на 5-м этаже.
То есть никаких деревьев нет рядом и в помине. И вот, значит, я лежу, смотрю в потолок и смотрю, а там, значит, такие красивые синие пятна, как будто от сигнализации какой-то там, и сигнальная машина, допустим, да, или полиция, или скорая помощь. Я ж ничего не слышу, думаю, странно, ну, вроде звуков никаких нет, ну, а синие пятна. Значит, а я лежала головой к двери, к балкону. Балконная дверь же нараспашку, естественно. Значит, я поднимаю голову и смотрю, где-то, наверное, вот как этот стол, да, ну, не знаю, метра полтора, наверное, стоит мужик в дверях. Именно в балконном проеме стоит мужик и на меня смотрит. Это ж 4 утра. 5 этаж. Я ж начинаю орать, кричу: «А, мужик! А, мужик!» Ну, первое, ну, а какая мысль? Кричать: «А, мужик!» Я понимаю, звучит странно, но что первое пришло в голову. Тут моя подруга поднимается и тоже кричит: «А, мужик! А, мужик!» Мы начинаем орать не вдвоем. Я: «А, мужик!» Она: «Ах, мужик!» Через секунд 30, где-то 40, она говорит: «Маша, что такое?» Я говорю: «Ну как что такое?» Говорю: «Ну, тут стоял мужик». То есть пока мы орали с ней вдвоем, смотря друг на друга, он ушел. Она говорит: «Ну, давай на балкон выйдем, посмотрим». «Ну, давай выходим». Я говорю: «И нет, уже я как-нибудь сама». Кто-то очень чихает или кашляет. Сейчас он подумает, что ты с него А я с него и смеюсь. Потому что они на нас пялятся, потому я с него и смеюсь, но специально это делаю. Что забыла, где я, короче. Короче, а мужик? А, мужик, да. Ну, значит, пока мы там, значит, вдвоем вышли на балкон, посмотрели, но мужика нет уже. Она говорит: «Ну что делать?» Пошли мы к ее мужу. Он, конечно, нам не поверил. Сказал: «Девочки, идите». Ну, мы решили спать, шли, так пустили жалюзи, легли спать. Где-то в 8 утра приходят мои родственники. Я говорю: «А что, вы ничего не слышали?» Мне говорят: «Нет, ну там же, ну как мы будем слышать?» И, значит, мы вызвали полицию. Полиция приехала, потопталась, сказала, что где, почему. Мы показали им следы. Они говорят: «Какие следы? О чем вы говорите?» Потом мы, значит, позвонили управдому их, ограбили весь 6-й этаж, ограбили весь 5-й этаж, они подошли к нам, ну, как в нашей квартире, она была почти последняя, и, ну, я как бы их остановила своей головной болью. Поэтому, если вы открываете на ночь балконные двери, пожалуйста, будьте готовы, что может появиться мужик в балконном проеме в 4 утра. У меня родственники пошутили, я говорю, родственники пошутили и говорят: «Как ты кричала? Наверное, ты так орала со своей подружкой». А мужик что-то перепугался и пошел, потому что там живут в основном, вернее, жили в основном пожилые люди. И он, наверное, не ожидал двух пожилых бабушек, так скажем, в кровати в 4 утра. Ну, вот такая вот история. Вот я хочу рассказать тоже историю. У меня есть знакомая, которая ухаживала за бабушками пожилыми. И она рассказала историю, что она когда убирала одну бабушки, которая жила в частном доме, и когда она пришла к ней помогать ей, да, с утра вот там одеваться и все такое, то она увидела, что много народу стоит в доме, вот, и спрашивают, что случилось, и они рассказали, что ночью, когда была эта бабушка, она жила там одна, рассказала, что ее покрали ночью. Она жила сама в этом доме, и чтобы попасть к ней в этот дом, это значит, девушка приходила, брала ключи в такой в металлическом таком боксе, маленьком ящичке, который находился возле двери. Значит, ночью, около 3 часов ночи, кто-то выдрал этот ящик из стенки, отнесли его подальше, чтобы не было слышно звуков, стуков, вдребезги его расколупали, в общем, сломали, достали ключи, зашли к этой бабушке, она проснулась, испугалась, они сказали: «Добрый вечер, спокойно, не волнуйтесь, мы тут просто походим, все посмотрим, что нам надо, вы типа лежите спокойно и нормально». Ну, такие галантные, да, поздоровались. Вот, ну, она, конечно, лежала смирно, она никуда не могла ни встать, ни позвонить, ничего. Они прошарили весь дом, повыносили какие-то безделушки, там всякие сережки, ну, такой, конечно, ценностей там особых и не было, но забрали очень что было. Вот, ну и все. И на утро это как-то пришла дочка ее, этой бабушки, значит, они связались с полицией, полиция сказала: «Ну что, тут уже ничего не поделаешь, скорее всего, что это были очень много краж в этом районе тоже, и поэтому ничего не поделаешь». Ну, в общем, как-то так. После этого она установила себе сигнализацию. Еще тоже рассказывали случай такой. Француженка работала медсестрой, и она, когда приехала на вызов, чтобы сделать укол, они
Залезка, в общем, короче, ее не было буквально 4 минуты, 5. И она зашла в дом, и в этот момент забрали в ее машину, стекло, разбили стекло и все повытаскивали, ну, что там было. Да, какие-то, у нее там телефон лежал, еще что-то. Ну, просто она вышла на 3 минуты, не ожидала, что это будет. Тихая улица, тихий район. Ну, в общем, вот так. Вынесли все с машины, и тоже ничего не поделать. А еще был такой прикол, что здесь во Франции один полицейский, по-моему, это было в Лионе, он притворился вором и ходил по ресторанам, это было летом, на улице люди сидели. Он ходил по этим ресторанам, и рядом люди ставят обычно сумки возле себя. Он ходил и делал вид, что он собирается забрать эту сумку и бежать. И там некоторые сидели просто с руками вот так вот, что, мол, как вот так, что ж делать. Кто-то другие там вставали, пытались за ним гнаться, и он им рассказывал, что я полицейский, у нас сейчас идет акция, что будьте внимательны к своим вещам. Значит, какой призыв к этому всему? Будьте внимательны к своим вещам, старайтесь все держать при себе. Конечно, Франция очень хорошая страна, здесь много хороших людей, и даже некоторые, я знаю, случаи, которые приносили телефоны, оставляли люди, и телефоны попадали обратно к владельцам, но все-таки надо быть внимательны к своим вещам, стараться какие-то ценные вещи носить при себе. И не забывайте их ни на лавочках, ни в парках. Сейчас мы пришли в парк Берт. Он был создан в начале 20 века как часть программы по озеленению городов региона, где часто устраивают летние концерты и мероприятия для детей. И все, больше сказать нечего. Тут же также можно увидеть животных. Например, мы видели здесь оленей, но они, правда, за забором. Там озеро с уточками. Вон, смотрите, новостройки строятся рядом с парком, чтобы было где рядом погулять. Опа, купил квартиру себе или снял. Посмотри, какая, Вышел в парк рядом, погулял, отлично. посмотри, какая огромная сосна, и как бы в бок. Ага. Посмотри, вот те ровно стоят, а это заваливается, да, кажется? И вот как будто бы Да, заваливается. это дерево. Если это такая завалится, то соседнему зданию, наверное, будет не очень. И дерево как-то вот так вот растет. Ну, поэтому странно. мы туда не пойдем, да, вблизи Нет. пока. С нашим везением. И деревья все защитили, чтобы олени не грызли, а он пытается все-таки прогрызть. Вы видите? Ну да, вон ему срубленное дерево дали кусок, грызите. Они уже все обгрызли. Мгм. Я не думала, что олени себя вылизывают. Ну а как же, им же надо как-то себя это чистить. Замерзла, да, вода? Да. Утки здесь как на этих, на коньках. Похоже на это, на наш парк Горького, да, там, где домики у лебедей. Ой, смотри, 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 как идут. Кто? Ой, на двух, а кто это такие? Так, а на каких? На 4, что ли? Это ж Нет, так а птицы. кто это такие? Это какие-то вообще, это не утки. Какая клумба красивая, смотри, Даша, дерево. Где? Вот, Ага. впереди. И мостик, смотри, А какой. мостик какой замечательный. Ага. Сейчас по мостику перейдем, попробуем приблизиться к тем странным уткам. Вот такие симпатичные, да? Маленькие еще совсем, да? Да, так как бы. какие тетя. Подростки. А может это не подростки, может это такая вот эта Порода. да, уток. А вон вообще здоровая, гляньте. Кабан уточный. Вот кабан, смотрите. Почему кабан? Кабаниха. Посмотри, как бегут смешно. Да не, мы вас не трогаем, не трогаем. Главное, чтобы они нас не трогали. Так а что это за птица все-таки? Это А вот Это не... Нет, ну это утки. это какая-то порода уже. Ой, какие они белые, чистые. Ой, посмотрите, на лапках у них Да, синие. это специально. Метки, да? Да, это метки, да. Окольцованы. Да. У нас в зоопарке тоже все кольцованы. Ну, ты видела, было у нас в зоопарке? Не было? Окольцована, околдована. У нас, Ну, я думаю, что уже пора. Да, надо уже Пора додому, до хати, до мила. Отчаливать Марина. уже пора. Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. Спасибо вам за просмотр, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мы с вами прощаемся ненадолго. До новых встреч, друзья. До новых Оставайтесь встреч. с нами. Подписывайтесь на наш канал «Франция в кармане». Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы всем будем очень рады. Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early.